Всем привет, с вами Андрей Крамер. Сегодня хочу рассказать вам о своей аноморфотной насадке Napoleon Light с коэффициентом аноморфирования 1,5. Napoleon Light — это по сути та же самая сборка насадки с фокусирующим модулем, как и в обычном Наполеоне с объективом, но я решил все-таки не использовать объективы с насадкой, так как это будет просто удобнее. Удобнее будет в том плане, что вы сами сможете поставить те объективы, которые вы используете. Ну, естественно, это все зависит будет от фокусного расстояния и кропа матрицы, либо полный кадр. Так, в целом, то есть это здесь та же самая стоит концепция, то есть тот же самый набор аноморфотных линз, это 35 НАП, они модифицированные для того, чтобы получился коэффициент 1,5. И точно так же в новой версии я изменил сам фокусирующий модуль. Он стал более массивный, ну, так как пришлось использовать линзы, где дистанция ближнего и дальнего немножко больше, чем на фокус-модуле для объективов. Здесь ход линз меньше, и поэтому он выглядит гораздо меньше. Но этот модуль дает на данной сборке с теми же 35-миллиметровыми объективами некоторое замыливание по краям. И чтобы от этого уйти, я сделал новый модуль, в котором этот вопрос снимается. Но фокусные расстояния тоже немножко изменяются. Использование фокусных расстояний я опишу в описании. Значит, по самой работе, так же как и в предыдущих всех моих версиях, всех моих геликоидов и фокусирующих модулей, здесь идет движение линзы линейное. То есть при прокручивании шестеренки линза двигается линейно, не вращается. Ход здесь порядка 4 сантиметров, поэтому на ближних дистанциях, на некоторых фокусных расстояниях может быть виньетка. Но она где-то с 1,30 м, 1,40 м, уже ее нет. То есть и на бесконечности, конечно же, не будет. Фокусное расстояние также я напишу, я буду писать в описании. К этой насадке и модулю, конечно же, можно будет сделать точно так же, чтобы был приоттачен сам объектив. То есть мне не составит труда, вот тут же, например, кинообъектив RAW 3.3М 50 мм, он же не имеет ни геликоида, ничего. То есть его можно сделать будет специально отдельно, то есть это, также получить целую конструкцию единую, но ограничено использование именно для камер. То есть 50-миллиметровый будет идеальным для кропа 2 камер. Так же, как и объектив OX 40 мм, тоже будет лучшим решением для кропа 2. На кроп-камерах с 1,5 кропом он будет виньетить. И для 1,5 кропа лучше использовать объективы типа Helios 44-2 или Helios 44M и так далее. Ну, в общем, линейка объективов Helios'ов. Они будут давать картинку без виньетки. Единственное, что на ближнем фокусе она небольшая будет. Все покажу также в тестах и будет в описании. Также объектив Helios 44 можно, в принципе, в разобранном состоянии сделать ему конструкцию и также его сделать вместе с объективом. То есть получить полноценный объектив. Это все отдельные вещи, которые, ну, по запросам, конечно же, можно будет сделать. Насадка с модулем весит 1 килограмм 700 грамм, довольно увесистая, поэтому, естественно, требует поддержки. Поддержка, конечно же, будет по умолчанию. То есть при заказе данной насадки с ней будет точно так же идти и крепление на рельсы. Для объективов также можно изготавливать переходное кольцо, которое имеет резьбу, ну, соответствующую вашему объективу. Оно накручивается. Насадка
устанавливается и прижимается винтами. Получаем единую конструкцию для работы. На полном кадре данная насадка с модулем будет работать без виньетки на объективах от 85 мм. У фокусирующего модуля передняя линза 80 мм диаметром, но резьба под посадочный фильтр здесь 95 мм. То есть, если есть какие-то у вас UV фильтры или вы хотите получить фокус ближе, чем метр, вы должны использовать клозапы диаметром 95 мм. Шестеренка фокус-модуля имеет стандарт 0,8, что позволяет использовать любые фокусы. Длины шестеренки хватит на полностью весь ход модуля. С вами был Андрей Крамер. До следующих обзоров.